Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. И сегодня поговорим о температуре выпечки хлеба. Очень часто у меня под видео появляются от вас вопросы, при какой температуре печь хлеб. И это часто бывает даже не под рецептами, а под какими-то советами. Поэтому я решила вынести эту тему отдельно и разобрать ее поподробнее. Итак, смотрите. Во-первых, несколько оговорок. Дело в том, что даже при одинаковой температуре разные духовки по-разному пекут. Они по-разному нагревают, по-разному распределяется тепло. Да что уж говорить, сравните газовую и электрическую духовку. Да? Конечно, они пекут по-разному. В газовой снизу жарко, в электрической тены сверху и снизу прогрев идет более равномерный. Плюс есть еще мини-духовки или духовки с маленькой камерой. Там тоже тепло будет распределяться по-своему, не так, как в большой стандартной, скажем так, духовке. Поэтому в любом случае вам придется приспособиться к вашей технике и понять, как печет именно она. Ну а сейчас об общих правилах. Смотрите, давайте начнем с того, что же нужно нам при выпечке хлеба, как мы выбираем температуру. Во-первых, нам нужно, чтобы в первые минуты наше изделие хорошо начало расти, то есть оно начало быстро прогреваться и начало хорошо расти. Во-вторых, нам нужно, чтобы оно не сгорело ни снизу, ни сверху. И в-третьих, нам нужно, чтобы тепло максимально сберегалось. Что для этого мы можем сделать? Ну, первое, и я об этом часто говорю, мы можем использовать различные дополнительные приспособления. Теплосберегающие какие-то предметы. Ну, многим известный пекарский камень. Я использую толстый стальной лист. Он позволяет сберечь жар в духовке в моменты, например, открывания. Потому что современные духовки, они работают с постоянно включенным вентилятором, перемешивается горячий воздух, и при этом теплопотери тоже высоки. Если вы печете в печи, там, конечно, совершенно другой подход. Итак, мы используем что-то теплосберегающее. Это, во-первых, чтобы выровнять температуру. Для пшеничного хлеба важно, чтобы был пар и высокая температура в начале. Высокая – это 220-270 градусов, в зависимости от того, как вы выпекаете. Если вы выпекаете на пекарском камне, либо на противне, либо на стальном листе, вы выбираете температуру 220-230, ну максимум 240, и то это уже многовато, будет хлеб подгорать. Лучше 220-230. Печете вначале с паром. Высокая температура дает хлебу быстро подняться, чтобы у него был пористый красивый мякиш. Когда вы видите, что хлеб поднялся, пар мы убираем, и снижаем температуру и допекаем хлеб до готовности. Температура мякиша готового хлеба 96-98 градусов. Вот до этой температуры мы печем. Самый надежный способ узнать, готов ли хлеб, это измерить термощупом температуру мякиша. Если вам чужды такие технические заморочки, значит вы просто смотрите на внешний вид хлеба. Если он румяный, красивый, если он легкий, и при постукивании по донышку он издает глухой звук, значит он готов. Вот, собственно, и все. Ржаной хлеб. У него нет такой возможности сильно растягиваться, увеличиваться при выпечке, потому что у него нет клейковинного каркаса. Поэтому он, если начнет слишком сильно расти у нас при выпечке, он просто порвется и полопается. Поэтому мы выбираем немножечко другой режим. Мы даем ему очень-очень высокую температуру, но очень короткий промежуток времени. Например, если ваша духовка, как моя, способна выдавать 300 градусов, вы ставите 300 градусов, но на этой температуре и с паром вы печете всего 2-3 минуты. Потом вы убираете пар за эти 2-3 минуты. Хлеб успевает приподняться, корочка у него еще мягкая, плюс пароувлажнение, она немножечко растягивается, хлеб приподнимается. Потом вы убираете мисочку с кипятком и допекаете на тех же 200 градусах до готовности. Температура мякиша готового хлеба 98 градусов. По ржаному довольно сложно понять по внешнему виду, готов ли он. Но, собственно, признаки те же самые. Он румяный, красивый и при постукивании издает глухой звук. Но он будет потяжелее, чем пшеничный, потому что он плотнее. Теперь о сдобе. К сдобе, пирогам, пирожкам, булочкам, рулетам и всему остальному вкусному подход несколько другой.
За счет того, что в тесте присутствуют сдобные ингредиенты, масло, яйца, сахар, тесто само по себе более тяжелое. А растет оно медленнее, и дать ему эту возможность нужно. Поэтому мы печем при более низких температурах, постепенно, прогревая весь этот объем теста и постепенно давая приподняться хлебу, вернее сдобе. В последнее время я выбрала для себя такой режим выпечки сдобы. Дело в том, что если я включаю верх и низ сразу, одновременно, то у меня начинает подгорать и слишком темнеть верх сдобных изделий. Поэтому первые минут 10 я включаю только нижний нагрев в своей духовке и даю снизу прогреться и приподняться сдобе. Примерно минут 10, температура градусов 180. Затем я включаю верх и низ и при той же самой температуре допекаю до готовности. Готовность вы увидите по румяной красивой корочке и по красивому подъему. В сдобе самое главное ее не передержать и не пересушить. Есть такая опасность, если вы не заметите, что все, пора вынимать. Опять же, вам поможет термощуп. Измеряйте температуру мякиша готового изделия. И для сдобы это 94-95 градусов. 94, все, можно вынимать. Термощуп все-таки хорошее достижение человечества, стоит им пользоваться. Ну а так вы можете использовать шпажки, палочки, смотреть влажное и невлажное. Никогда не любила этот способ. Я либо визуально определяю, либо с термощупом. Итак, кстати, про термощуп. Дело в том, что если вы воткнули спицу термощупа в сдобу слишком рано, и тесто еще липкое, не пропеченное, оно облепляет спицу и показывает вам неправильную температуру. Поэтому спицу нужно вынуть, очистить и поместить в другое место, то есть воткнуть с какой-то другой стороны, чтобы увидеть реальную температуру. Иначе можете пересушить. Ну а на этом про температуру выпечки изделий на закваске, на дрожжах не имеет значения, на чем мы печем, потому что принципы одинаковые. Здесь у меня все. Подписывайтесь на мой канал, зовите друзей и знакомых, пускай домашних пекарей становится больше.